Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья! Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание большому празднику, который нас всех ожидает 21 ноября. Михайлов день в честь Архангела Михаила. И сегодня в этот день вы можете попросить о любой помощи и поддержке у своего ангела-хранителя. Как это правильно сделать, что делать в этот день вообще согласно народных примет, а также как правильно провести этот день и как просить у своего ангела-хранителя и у Архангела Михаила далее в этом видео. Обязательно досмотрите это видео до конца, будет много полезной, важной и интересной информации для каждого человека. И, друзья, у нас 21 ноября, воскресенье, и православные, все мы христиане, отмечаем большой праздник – собор Аристратика Михаила и прочих сил бесплотных архангелов. Это у нас архангелы Гавриил, Рафаил, Уриил, Сецафиила, Иегудиила, Варахиила и Еремиила. В этот день церковь чтит Господних ангелов во главе с их главнокомандующим архангелом Михаилом. Праздник называется Собор Аристратика Михаила, потому что собор означает соединение всех святых ангелов, которых возглавляет Михаил, вождь небесных сил. Имя Михаил означает «подобный Богу», и святой Михаил является самым главным архангелом, который борется с темными силами. А в народном календаре этот день известен под названием Михайлов день. Обычно на Михайлов день приходило потепление, поэтому в народе также прозвали этот день как Михаил Грязник или Михайловские грязи. Православные люди верили, что архангел Михаил способен справиться с любой нечистью и защитить людей. Нечистая сила прячется в этот день в самые глубокие норы и пещеры, чтобы ненароком не попасться на глаза главе небесного войска. На Руси Аристратик Михаил почитался особо. В этот день под запретом находились любые домашние хлопоты, поэтому на селе устраивались гуляния, называемыми Михайловскими. Архангел Михаил – это главнокомандующий сил Господних и глава архангельского воинства в битве со злом. В Откровениях Иоанна Богослова указано, что именно Аристратик Михаил призвал ангелов сражаться с сатаной во имя Бога. Воинство Божье победило, и бесы навсегда были низвергнуты в преисподнюю. Установление празднования собора Аристратика Михаила связано и с решением Ладикийского собора, это было еще в IV веке, который осудил еретическое почитание ангелов как творцов и правителей мира и постановил чтить их как служителей Божьих. Дата праздника, конечно, имеет символическое значение. Ноябрь еще когда-то в древние времена был 9-м месяцем и олицетворял 9 ангельских чинов, а 8 число по старому стилю выбрано, поскольку ангельский суд на страшном суде должен был совершиться на 8-й день. В праздник собора Аристратика Михаила следует посетить богослужение и помолиться Архангелу Михаилу. Сегодня разрешены венчания, а пост в этот день не обязателен. Считается, что в Михайлов день нужно отметить весело, пригласив гостей к своему щедрому столу. Говорят даже, что чем вкуснее и богаче будет еда, тем довольнее и будет Аристратик Михаил. Праздник всегда наши предки старались отметить с размахом, по максимуму, потому что вскоре после него, а уже через неделю 28 ноября, начинался рождественский пост. Как и в любой другой церковный праздник, 21 ноября следует быть особенно внимательным к своим поступкам и мыслям.
В частности, нельзя вступать в конфликты, осуждать, обманывать, желать кому-либо зла, а также злословить и отказывать в помощи. Работа по дому также была воспрещена. Согласно народным поверьям, на Михаила категорически нельзя пользоваться острыми предметами для того, чтобы не прогневить архангела. И нельзя ни в коем случае в этот день, 21 ноября, было мыть голову, так как считалось, что ум вы вымоете. Конечно, в этот день святой Михаил и помогал людям, потому что за помощью к святому Михаилу может обратиться любой человек, кто искренне верит, что его молитва непременно будет услышана. У него просят защиты и от всякого зла, а также можно попросить о помощи в исцелении, помощи в решении каких-то сложных жизненных вопросов, помощи при стихийном бедствии, защиты в дальней дороге от воров и иных злых людей. Также вы можете 21 ноября у Аристратика Михаила просить того, что действительно вам нужно, что вам не хватает, или в чем вы нуждаетесь. Он обязательно вам поможет. А потому, какая была погода на Михайлов день, крестьяне могли судить и о характере наступающей зимы. Если 21 ноября выпадал иней, то нужно было ждать больших снегов, а если с утра туман, то считалось, что будет оттепель. Если дороги в этот день развезет, то хорошего пути не будет до зимнего Николая, до 19 декабря. А вот ясная погода в этот день обещала холодную зиму. Если выпал снег на Михаила, то считалось, что зима приехала на белой лошади. И, друзья, 21 ноября давайте не будем также не только забывать об нашем Аристратике Михаиле, но и вспомним о нашем с вами, у каждого он свой ангел или хранители. И к ангелу-хранителю вы 21 ноября можете обратиться за помощью. Обратитесь с ним с тем, что для вас действительно важно, что для вас нужно в вашей сейчас жизни. Обязательно не забудьте поблагодарить своего ангела-хранителя, и если у вас есть такая возможность, то обязательно поставьте свечку у образа вашему ангелу-хранителю. И смотрите, так как это 21 ноября, это, еще раз напоминаю, праздник еще и всех ангелов, и, соответственно, в этот день, 21 ноября, вы можете обратиться и к своему ангелу-хранителю, о помощи, о поддержке, например, на исцеление каких-то болячек, на исполнение каких-то ваших сокровенных желаний или о какой-либо другой помощи, вы лучше знаете, что вам нужно в данный момент. Итак, обратитесь к своему ангелу-хранителю с просьбой, с молитвой об исполнении с вашего сокровенного желания. Для этого вам нужно 21 ноября в любое время искренне поговорить с вашим небесным покровителем. Это вы можете сделать дома, это вы можете сделать в церкви, в храме. Все зависит от того, насколько у вас есть время на то, чтобы уделить этому внимание. Если есть возможность, просите о помощи, о поддержке, об исполнении ваших желаний при зажженной свече. Если у вас такой возможности нет, то тогда в любом случае хотя бы сядьте в спокойной обстановочке и поговорите со своим ангелом-хранителем. Расскажите о какой-то своей проблеме, о своей беде и попросите помощи. Ну, а слова молитвы, друзья, достаточно простые, они следующие. «Обращаюсь к Тебе, мой небесный заступник, ангел-хранитель, Господом мне назначенный. Ты всегда находишься рядом со мной, поэтому Ты один знаешь, как я мечтаю об исполнении своего желания». И вот здесь озвучьте ваше желание, вашу просьбу, то, что вас беспокоит, то, что вам нужно в данный момент. Это может быть все то, что вы считаете нужным. Далее, помоги мне, мой ангел-хранитель, в этом. Пусть задуманное мной осуществится. Будь со мной
мной рядом в минуты радости и поддержки в периоды невзгод. Не позволь мне свернуть с истинного пути и поддаться дьявольским искушениям. Сохрани меня от недругов и завистников, чтобы не столкнулся я на своем жизненном пути со страшными бедами и чтобы не пережил я страшных потерь. Я молю тебя о помощи и от себя обещаю, что правильно воспользуюсь милостью твоей. Все мои деяния будут только во благо. Аминь. Друзья, эти слова помогут вам, чтобы ваши желания, чтобы ваши просьбы были осуществлены. При этом они будут осуществлены до 19 декабря, до Святого Николая. Только помните, большая просьба, говорим мы от чистого сердца. Ни в коем случае в этот момент мы не злимся, не завидуем, не несем никакой негатив и никому не желаем зла. Это очень важные правила. А всех мы поздравляем со всеми ангелами. Пусть в вашей жизни будет все прекрасно, замечательно. Пусть в вашей жизни всегда будет только волшебство, радость и изобилие.